And I come from the US to visit you here in Kazan and see your beautiful Tatar theater. Меня зовут Тавии Фаллет, и я проехала весь этот путь из США, чтобы посетить ваш прекрасный город Казань. I'm very interested in cultural exchanges as a way to better understand humans. Я очень заинтересована в культурных обменах и коллаборациях для того, чтобы больше понимать людей. Мне кажется, они помогают. And I'm a bit embarrassed that I speak no Russian. И мне немножко стыдно, что я не говорю по-русски совсем. But I'm going to tell you about the Sites of Passage projects that I do. Но я вам собираюсь рассказать о проекте, который я веду. Он называется Sites of Passage. Can I explain a bit about this word Sites of Passage because it's different in Russian? Вообще это игра слов. Rites of Passage означает как ритуал. А Тавия и ее коллеги, они переименовали и заменили одно слово rites on sites вместо rites sites. Получилось, что как бы этот веб-сайт как некий ритуал культурного обмена. Вот этот проект Sites of Passage. So the artists exchange virtually. Да, то есть художники в глобальном смысле слова художники, да, то есть это и артисты, и актеры, и художники, как мы себе представляем, и режиссеры, они виртуально обмениваются между собой своими идеями и виртуально работают вместе. Okay. Mm-hmm. I use PowerPoints like a picture book. Oops. Sorry. So feel free to stop, raise your hand, and ask questions along the way. Я использую эту презентацию PowerPoint просто как книгу с картинками, поэтому, пожалуйста, свободно поднимайте руку, задавайте вопросы, я буду останавливаться и объяснять. So I start with the lens that I look through, which is myself, and I believe in ecology, which is an interdisciplinary study of the relationships that living organisms have on one another and their environment. Я начну с того, через те стекла, с рассказа о тех линзах и стеклах, через которые я смотрю на мир. В первую очередь я верю в экологию. Экология с той точки зрения, как некая междисциплинарная культура, которая объединяет все живущие организмы и их окружающую среду. То есть экологию как отношение всех живущих организмов между собой. So I will be making a few U.S. cultural acknowledgments, and if you have questions, don't be shy to ask. И у меня будут некие культурные такие моменты, которые связаны именно с американской культурой и с английским языком. Поэтому, если вы что-то не понимаете, пожалуйста, поднимайте руку и спрашивайте. I grew up in New York City in the 70s and 80s, and my parents were artists. My mother was an actor, and my father was a filmmaker. Я родилась в США, я в Нью-Йорке выросла, и моя семья — это были люди из творческой среды. Где-то в 60-х, 70-х мой отец был filmmaker, да, мой отец был связан с киноиндустрией, то есть он был кинорежиссером, то есть я выросла в творческой среде. So they were always throwing my brother and myself into their experimental films. И они всегда использовали меня и моего брата в своих экспериментальных фильмах даже. So this is a picture of me and my brother saying, "Go down the slide in Central Park. It's easy." And I don't want to go down the slide. То есть вот эта фотография, это фотография ее и ее брата, как они в Центральном парке, и ее брат говорит: да давай, съезжай с этой горки, это очень просто. А я думаю: нет, это не просто, эта горка очень страшная. But my parents just document it. They don't come to my rescue. Но мои родители, они меня вообще не спасли, они просто это записывали, документировали все. My brother was 5 years older than me, so I believed everything that he said. И мой брат, он старше меня на 5 лет, и, конечно же, я верила всему, что он говорит. And I wanted to be just like him. Я хотела быть таким, как он. I make art because I want to connect with people, right?
Я занимаюсь искусством, потому что я хочу связываться с людьми. In the 70s, they had a phenomena in the state called the pet rock. В 70-х у нас в США был такой феномен, который называется pet rock. And it was invented by Gary Dahl, who was a businessman who didn't like animals or pets or the smell of them. So he decided to package a clean pet rock. И он был изобретен, этот, собственно, феномен by, didn't remember the name. It's Gary Dahl. Гарри Долл, такой бизнесмен Гарри Долл, который не любил совсем животных, и поэтому он в эту коробку для животных, да, он просто сложил чистый такой камень вместо животного. Это был такой феномен. But of course, unlike an animal, a dog or a cat, the pet rock can't give you love back, right? Но вот этот pet rock, который заменял домашнее животное, да, то есть вместо домашнего животного у вас был вот этот камень. Это была его идея. Этот камень, он, конечно, не мог вам дать ту любовь, которую давали домашние животные. But it didn't matter. This is one of the phenomena of humans, right? We can put our love into an inanimate object. I love my phone, my car, a puppet, right? Но это как раз-таки и особенность человека, что мы можем дарить свою любовь не обязательно некому живому существу. Мы можем любить точно так же свой телефон. Вот она говорит, я люблю свой телефон. Мы точно так же можем любить куклы в театре, например. So we have an ability to connect with things that aren't even alive. То есть у нас есть способность связываться с вещами, создавать некую связь с вещами, которые даже не живые. Any Star Trek fans here? Кто-нибудь Star Trek, фанаты этого фильма «Звездный путь»? Кто-то смотрел «Звездный путь»? Okay. My brother loved Star Trek, so I love Star Trek. Мой брат любит Star Trek, «Звездный путь», и, конечно же, я тоже его люблю. I always played Scotty, but I had a crush on Chekhov. Я всегда играла с Катей, но я очень любила именно Чехова, я в него влюблена была. There's a very famous episode called Trouble with Tribbles, where the fuzzy creatures take over the Starship Enterprise. Там есть очень известный кусочек в «Звездном пути», когда вот эти вот странные инопланетяне, вот эти пушистые инопланетяне, они заселяют полностью, забегают в их пространство и начинают бегать там. And like the pet rock, they package them in little boxes, and you could take them home with you. И точно так же, вот как предыдущий объект искусства, о котором мы говорили, вот этот вот домашнее животное камень, они точно так же собирали вот этих вот tribal, этих инопланетян, и складывали в коробочки. We moved to another state to work on one of my parents' films, and I had to go to another school. И в детстве мы переехали в другой штат вместе с моими родителями, потому что им нужно было снимать новый фильм. In the country, like a village. И вообще это было в деревне, в такой сельской местности. I'm about 7 years old. Мне было 7 лет. And do you have something here called show and tell, where you present things to the school, to your class? Yeah, of course. Okay. И она спрашивает, есть ли у вас в школе такие моменты, или в детском саду, когда вам нужно презентовать какой-то проект? Да? Есть же у нас действительно. So I was the new kid in this small village from New York City, from the big city. И я была вот этим маленьким ребенком, который только что переехал из этого огромного города Нью-Йорк в совсем маленькую деревню. And my brother brought me back a stuffed tribble. The stuffed fuzzy toy. Your brother brought it. Yeah. И ее брат, он привез как раз из Нью-Йорка вот эту игрушку, которая выглядела как инопланетянин Трибл. На прошлой картинке, да, видели? And he told me little men in outer space catch them in giant nets, and you don't have to feed them anything because they live off of your love. И мой брат мне рассказал такую историю, что этого инопланетянина поймали где-то точно так же в космосе, и ты должна за ним ухаживать, но тебе его не надо кормить, он живет только от твоей любви. Это то, что брат рассказал, и, конечно, я поверила. Remember, my brother is 5 years older than me, and I believe everything that he says. Помните, мой брат старше меня на 5 лет, и я верю всему, что он говорит, естественно, в этом возрасте. So the new kid from New York City goes up in front of show and tells all of the kids that this is a tribble, little men in outer space catch them in giant nets, and you don't have to feed them anything because they live off of your love.
И когда в детском саду меня как раз-таки попросили, был день, когда нужно было презентовать и рассказывать какую-то историю, я принесла вот этого трибула пушистого и рассказала, что это настоящий инопланетянин, который был пойман в космосе, его не надо кормить, и он питается только нашей любовью. Now the teacher thought I was a crazy New Yorker. И учитель подумал, что я какая-то сумасшедшая нью-йоркская девочка. But all the kids believed me, and I had tons of friends and was invited to everyone's house. Но все дети поверили мне, и у меня сразу появилась куча друзей, и я была приглашена во все их дома, в гости. So it didn't matter if the story was true or not, because we connected. И поэтому, на самом деле, это не важно было, правда эта история или нет. Она нас связала, то это было важно. The art of story. То есть искусство истории. So, something called meaning making. I'm interested in having a common catharsis. So even though the kids all believed me and the teacher didn't, it didn't matter because we enjoyed this moment, this story together, a catharsis. И то, что для меня очень важно, это создание смыслов, вот этот процесс, создание смыслов. Потому что, несмотря на то, что вот эта история, она была неправдой, но все дети в нее поверили, и мы создали некий общий смысл, важный нам всем. И возник такое понятие, как общий катарсис, который мы все испытали. And Clifford Geertz, who is an anthropologist, and he says that culture is public because meaning is. И Клиффорд Гертц, это антрополог, да? Антрополог, он говорит о том, что культура общественна, потому что сам смысл, он тоже общественный, он принадлежит людям. So each project ends with a final installation and performance series. Previous exchanges have occurred between Egypt and the US, Israel, Palestine and the US, and now South Africa and the US. То есть, возвращаясь к тому проекту, о котором мы говорили, да, Sites of Passage, происходит много различных лабораторий, и каждый проект заканчивается финальной инсталляцией и перформансом, и те лаборатории и обмены, которые уже были, вот вы можете видеть, это Египет и США, между Египтом и США, также между Израилем, Палестиной и США. И вот сейчас проходит проект между США и Южной Африкой. So the idea is to actually build an interchange of cultural migration of ideas globally so that the artists can communicate through this network. То есть главная идея этого проекта Sites of Passage и вообще стратегия этого проекта — это создание глобальных взаимодействий, коммуникации для иммиграции идей, иммиграции культурных идей через границы. And this happens through 4 basic prongs. So the workshops, the virtual exchange through the website, the physical exchange time on the ground in both places, and then the final exhibit. И эта цель достигается через 4 активности в рамках нашего проекта. Это лаборатории, первая. Вторая — это виртуальные взаимодействия. Третья — это физические, реальные некие проекты. И четвертое — это финальные выставки, финальные перформансы и инсталляции. Is it not I'm an working? ensemble-driven artist, meaning I like to work with other human beings. Oh, it's okay. So it opens up the doors to working with poets, to working with musicians, painters, sculptors, photographers, videographers, documentarians. I mean, I've got a whole palette of people to work with. And I can help them work with each other, too. So, I mean, the ideas that come when you're sitting down in a room with this wide selection of people is astounding. Because again, we have all these different perspectives and ways that people are thinking, which opens up all these doors and ideas. I mean, it's so fruitful. This is music by the Egyptian artist. Oh, it's great.
So this idea of imagery is really important, and metaphor, because metaphor is from the Greek word meaning to transport, so like transporting beyond language through image. И вообще эта визуальная составляющая, она очень важна в наших проектах, потому что для нас важна метафора, а метафора, да, как изначальный перевод этого слова, означает перевод, транспортировка некого смысла. Вот. Поэтому мы очень много работаем с визуальным искусством. И еще я во время презентации сказала, что эта музыка была египетского музыканта современного. So the goal of the workshop is to create a safe environment to explore our ideas on cultural identity through performance and installation. И цель этих лабораторий — создание безопасной окружающей среды для исследования наших идей и исследования нашей культурной идентичности через перформансы, инсталляции. We have a manifesto. We embrace mistakes as learning tools that lead to new discoveries. We are not afraid to push boundaries and strive to investigate new channels of artistic communication. И в наших лабораториях есть манифест. Мы не боимся ошибок, потому что это инструмент познания, который приводит к новым исследованиям. Мы не боимся раздвигать границы. Мы принимаем и исследуем новые каналы артистических коммуникаций и артистического общения. We are unafraid of conflict as we understand it is the road to resolution. We will only travel that road with respect for humankind and with vision for a new future towards understanding. Мы не боимся конфликтов и споров, потому что мы понимаем, что это путь к решению, и мы будем проходить этот путь только с уважением к человечеству, к человеку и с видением нашего общего будущего, как будущее через понимание друг друга. Through the use of performance and installation, we seek to provoke public debate and put pressure on failed institutions. We invite and encourage reflective discourse via talkbacks. И с использованием этих перформансов и инсталляций мы ищем и пытаемся провоцировать некие общественные дебаты и дискуссии и давить на те общественные институты, которые, по нашему мнению, в чем-то ошиблись, политические институты. И мы приглашаем всех наших участников обсуждать и давать некую обратную связь по всем тем идеям, которые их беспокоят. Then there's the virtual exchange, and how we build this exchange through the website is something that we utilize, but we also want to utilize it as a force for social change. И второй канал этого Sites of Passage, этого проекта, это виртуальные взаимодействия. И мы используем эту платформу как виртуальное общение, но также как и силу для социальных изменений в тех странах, которые участвуют в этом обмене. Then there's the physical exchange, the time on the ground with artists, so dimensionalizing consciousness to build perspective. So this is in Bethlehem, and there are Israelis, Palestinians, Jewish Americans, Christians, no Tatar yet. No Tatar yet. Maybe in the future. Да. И вот третий как раз-таки этап Sites of Passage — это именно физические, реальные взаимодействия, да, когда все участники встречаются для того, чтобы вот эту осознанность, которая возникает в виртуальном мире, ее усилить и построить будущее. И, например, на этой фотографии вообще участники из Израиля, из Палестины, из США, и они все работают вместе. Среди них есть и мусульмане, и евреи, и христиане. Sorry? Atheists. Yeah. Но еще пока нет татар. Но, может быть, в будущем они будут. So again, the objective of the work is to create meaning making, right? New meaning between other ideas. И цель этих проектов, конечно, создание смыслов, новых смыслов и изменение тех смыслов, которые уже существуют в мире.
And then the fourth prong is the final tangible exhibit that people come and see, which has a performance series that runs alongside it. И четвертый этап этого проекта – это непосредственно осязаемые выставки, которые происходят в финале всех этих лабораторий. So it's both visual art and performance art. Это и визуальное искусство, и спектакли, и инсталляции. The golden thread is the artists themselves, so again, working towards a global society. То есть золотая нить – это сами артисты, которые работают совместно с всем обществом, но являются такой золотой нитью для всего мира. The topic that's discussed amongst each exchange is some sort of current affair topic. Обычно темы наших диалогов и проектов – это современные топики современных новостей. Да? Вы видите там на фотографии, какие слова у этого человека на лице. Это вот современные темы именно. So the first exchange happened with the knowledge that the 10th anniversary of 9/11 was coming, but what we didn't know that was going to happen in the middle of the exchange was the Arab-Egyptian revolution and the Occupy movement in the States. Oh, that's amazing. И первый проект по обмену, он как раз-таки произошел перед тем, как состоялась 10-я годовщина после терактов 9 сентября. И мы совместно работали с Египтом, и мы еще в тот момент не знали, что во время проекта произойдет революция вот, в Египте и другие события в США, и все это происходило во время проекта. Which of course made it that much more strong. И поэтому этот проект получился даже еще более сильным и еще более влияющим, да, в связи с этими событиями. So we were there pre and post Egyptian revolution, and I discovered a great border crossing tool, which are my twin boys. И мы были там перед революцией египетской и после революции. И я выяснила, что есть такой прекрасный инструмент для пересечения границ, как мои дети, мои близнецы. Everywhere people love babies. Потому что везде люди любят детей. People said to me, "You're bringing your babies to Egypt?" And I said, "Yes, I'm not leaving them home. They have babies in Egypt." И люди меня спрашивали, ты привозишь своих детей в Египет сейчас? Она говорит, да, конечно, я не могу оставить своих детей дома, я их беру с собой. One of the very famous sayings during the revolution was, "The revolution will not be over until everyone gets a picture of themselves on a tank." That was like a funny... That's a very funny saying. И было даже такое выражение, в какой-то мере оно смешное, и сами жители Египта, они говорили, что революция не закончится до тех пор, пока у каждого не будет фотографии на танке. У каждого жителя Египта не будет фотографии на танке. So that's my son. So Tahrir Square becomes a soapbox for Egypt. И площадь Тахрир, она стала такой площадью для общественного разговора в Египте, To perform, на которой они могли говорить, представлять, to hope, где они могли надеяться на что-то, to celebrate, где они могли праздновать, and to mourn. и где они могли грустить и быть в трауре. And it's filled with art as action. И эта площадь как раз-таки была полна искусством как неким действием. So the U.S. takes the feather from their hat and brings it to the Occupy movement here in the States. То есть США, они брали идеи как раз-таки тоже с этой площади Тахрир и привезли их в США. То есть артисты, которые были там, они связали эти две площади уже с Нью-Йорком. But it's very hard to get Egyptian visas when they're in the revolution and we're having the Occupy movement in the U.S. И вообще это было очень тяжело, конечно, получать египетские визы в тот момент, когда там была революция, и у нас были ограничения с визовым режимом точно так же. So we had to open the show without the Egyptians. Yeah, shall I start?
So I should say that, Pause it. yeah, just that we had to open the show without the Egyptians, that they virtually sent all of the material, and that we set up the front of the gallery like a U.S. embassy. So people had to go through, fill out papers as if they were in a U.S. embassy applying for a visa in order to get into the show. And some people got harassed more than others, depending on a bracelet that they wore. I see. And we were also making a pun, like with the metal detectors and flying. И интересная часть, финал вот этой лаборатории, Египет и США, это была выставка, и перед входом на выставку артист, сам художник, он придумал, что вход будет выглядеть как ненастоящее американское посольство в Египте, и вам нужно будет пройти и как бы заполнить документы на американскую визу, и к вам будет разное обращение в зависимости там, от вашей национальности и от браслета, который вы будете носить, да, на этой презентации. И вот об этом, видимо, будет видео сейчас. Нет? Oh, he's not in front of He does get it, but not when this was made. I see. So these are all artists. They're not really. То есть это все не по-настоящему, это просто такое ненастоящее американское посольство, да. Вам нужно пройти через него, чтобы попасть на выставку. It's amazing if you put on a security hat and have a wand that people just do what you say. Это интересно, потому что если ты наденешь вот эту кепку и возьмешь в руки, как это правильно называется, вот эту, что, простите? Да, вот если вы будете выглядеть как, собственно, полицейский, удивительно, что люди меняются, и они делают все, что вы говорите. They're actual bubbles wand. The bubbles? Yeah, we just painted them. То есть, на самом деле эти палки, это были просто, вот есть же для мыльных пузырей, да, и мы просто потом их покрасили, они выглядели как палки, но на самом деле это были мыльные пузыри, и мы потом пускали пузыри из этих палок. But people believed it was real. Но люди верили, что это настоящие дубинки, вот это слово, дубинки. Нет? We Skyped Amado in for the opening, so he was there virtually. Да, самого художника, который представил эту экспозицию, его не было в тот момент, ему не дали визу. Он был в Египте, и мы с ним связывались по скайпу, вот, собственно, вот во время открытия. And we did eventually get all of the Egyptians here to see the show. Да, получается, что он не мог получить визу в Америку, наоборот. Но в результате он получил, и вот он приехал, мы его... He has the Heinz thing because they give us money. I see. И у него есть здесь Хайнц, потому что они спонсоры, они давали деньги на этот проект. So when I told the Egyptians that the next Sites of Passage project that I wanted to do was between Israel, Palestine, and the US, they said, why would Palestinian artists want to work with Israeli artists? И когда я сказала египетским участникам, что мы собираемся делать проект вместе с Израилем, Палестиной и США, они поразились и сказали, почему вообще израильцы и палестинцы, они захотят быть вместе в каком-то проекте. And I said, well, because they're artists. Я ответила просто потому, что они художники, они творцы, они захотят это сделать. And once they met some Israeli artists, Jewish Americans, once they saw a different perspective, their ideas changed, and by the time they left the States, they asked what they could do to help. Да, и когда они уже вот в результате встретили этих художников, которые были готовы работать из Палестины, евреев, американских евреев, тех, кто приехал из Израиля, они пообщались с ними и сказали, да, этот проект сработает, и чем я вам могу помочь в этом проекте?
So this is one of the artists, Bashar al-Harub, and this is one of the pieces that really attracted me to him. And I don't know if I need to read it because... I can just translate Yeah, it from yeah, this one. И это один из проектов, один из результатов того проекта, который был, который называется «Веревка жизни», так сказать, канат жизни. Это уличная инсталляция художника по имени Башар аль-Харуб. И это очень интересная инсталляция, потому что это просто веревка с бельем, да, как вы видите, и она была очень длинная, она была расположена в заброшенной деревне. И это был самый простой, но при этом самый выразительный и самый провокационный, выразительный метод показа жизни, так сказать. Несмотря на то, что деревня заброшена, но вот эта веревка белевая там висит, и она показывает некую жизнь. И это было даже сильнее, чем какие-то национальные флаги или местные флаги, потому что вот эта белевая веревка в деревне, она проходит через все границы, и вот это белье, оно разделяет между собой и ветер, и солнце, и ничего не требует, никаких доказательств принадлежности к той части Земли или к иной части Земли. То есть каким-то образом вот эта веревка объединила несколько стран между собой. I think that's it. Okay. Should we skip this one because it's just talking? If you want, yeah. Let's just... So I'm able to do this because I run a nonprofit called Art Up, which is how I get money to do it, through grants. Да, и Тавия рассказывает, что также у нее есть некоммерческая организация, которая называется Art Up. И это каким образом, собственно, они получают деньги на те проекты, которые они проходят. Это примерно та система, как вот у нас сейчас в Казани творческая лаборатория «Угол» и «Живой город». То есть есть «Угол», можно сказать, какой-то коммерческий проект, да, который приносит деньги, но за ним стоит фонд «Живой город». И точно так же здесь есть фонд Arts Up, а есть вот этот проект Sites of Passage. Поэтому если вы будете взаимодействовать с этим проектом, вы будете работать с фондом Arts Up, главой которого является Тавия. I'm gonna skip it because there's lots of Да, talking. и здесь видео про этот фонд, она его пропустит, но если кто-то потом хочет посмотреть, она может прислать его. Not so many nice images. Okay. So, are they familiar with the cultural boycott between Palestine and Israel? Вы знакомы с культурным бойкотом между Палестиной и Израилем? So it's modeled after the South African boycott, and from the Palestinian perspective, they have worked with Israelis in academic environments, theater, art, but nothing changes, so that the only thing that they can do in a peaceful, nonviolent way is not work with them. И этот бойкот, он подразумевает, что во всех сферах, в том числе научной, да, там, в образовательной сфере, в культурной, единственная мирная вещь, которую они могут сделать между своими коллегами в Израиле и Палестине, единственная мирная вещь — это не делать ничего совсем. So working with Israelis is really forbidden. It's a no-no. И работа палестинцев с Израилем — это настолько запрещено, это просто совсем нет. Ты не можешь этого делать. The only reason they could do it was because the show was in the US. Единственный момент, почему они могли это делать в нашем проекте, потому что шоу было в США. То есть это был единственный момент, когда они вместе работали за последние года. So we had 3 different Palestinian artists. One was from Gaza, one was from the West Bank, and one was from Israel, but in a settlement. И у нас было 3 артиста, художника. Один был из Израиля, второй из Газы, и третий с западного берега. So all 3 artists knew of each other, but they couldn't get to each other because the land is broken up, and they couldn't get to each other to work. И все эти художники, они достаточно знамениты, они все знали друг друга, и они довольно близко территориально друг к другу, но они никогда не могли работать друг с другом. Это было запрещено. They had to come all the way to the US to work together. И им пришлось проехать весь этот путь в США для того, чтобы встретиться и работать вместе.
So we were able to get the Israelis into Palestinian territory, but not the Palestinians into Israeli territory. Да, ну вот это как раз удивительный факт, о котором Тавия рассказывает, что в результате мы смогли привести израильских художников в Палестину, но не смогли палестинцев в Израиль привести. And these are just examples of some of the installation pieces. This is a light, but it's candles upside down, and the cut-out eagle of the Palestinian passport, which is only recognized by certain countries. И это примеры инсталляций. Это обычная лампа, но это как перевернутые свечи, если вы посмотрите. И пример палестинского паспорта, который признается только некоторыми странами, то есть не всеми. Because electricity and water are controlled by the Israelis. Their access to water. Потому что доступ, собственно, к электричеству и к воде, как говорит Тавия, он контролируется израильтянами вот на этой территории, которая является конфликтной. So we got everybody to the U.S. And we had a Wild West party to carry on the cowboy image of the U.S. И это, собственно, вот те три художника, которые хотели работать вместе с Палестиной и Израилем, и вот мы их привезли в США и сделали такую ковбойскую вечеринку для того, чтобы уж прям усилить американское настроение. This is a picture of Bashar, and that is actually broken glass. And that's the Palestinian territories. That's how fractured it is. И это как раз-таки тот художник Башар, чью инсталляцию мы видели до этого, да, вот эта белевая веревка. Да, с веревкой. И он стоит рядом со своей инсталляцией. Это разбитое стекло, гора разбитого стекла, и на стене это вся территория Палестины. Palestine. So, because when we talk about art, we use the words collaboration and dialogue all the time in art. И когда мы говорим об искусстве, вы, наверное, заметили, сами тоже это делаете, мы очень часто используем слово коллаборация, то есть взаимодействие, диалог. This was some, I don't know if you have it here, caution tape. Yeah, and it says, warning, entering this space could be interpreted as a political act. I got that for the opening of the show. So you had it at the exhibition in Palestine? In the U.S. In the U.S. И вот эта линия, которую, бывает же мы используем, да, для каких-то, когда случаются какие-то инциденты или так далее, ограничительные линии, вот. Мы ее использовали точно так же на выставке в США, и на ней написано: осторожно, вход в это пространство может интерпретироваться как политический акт. We got it for the opening that never happened. Это было приготовлено для открытия выставки, которая никогда не случилась. То есть там не было на самом деле выставки, просто была вот эта линия. Because a Palestinian artist pulled out the words collaboration and dialogue and said that these are going against the boycott. И вот эта интересная история, которую Тавия еще рассказывала перед самой презентацией, что художник, вот этот палестинский, которого мы только что видели, это должна была быть его презентация, должна быть его выставка, да, на которой вот эта линия. Но перед выставкой, где-то за 3 дня, он разместил пост в Фейсбуке, в котором использовал слово коллаборация, диалог вместе с израильтянами. И это вызвало такой взрыв, что он идет против вот этого культурного бойкота, и выставка просто не состоялась ради безопасности этого художника. Просто боялись за его жизнь, действительно, и выставки просто не было. Осталась только вот эта ограничительная линия на месте этой выставки. So this lit a fire on social media. So the show was censored by social media. Да, и Тавия говорит, что это просто был такой огонь в соцсетях, и фактически шоу было цензурировано соцсетями. Because if anybody came to the show, they would have seen that the work was to educate people about what was happening. Потому что если бы кто-то пришел на эту выставку, люди бы увидели, что есть такой культурный бойкот, и люди бы об этом узнали, в принципе, и увидели бы еще работу между израильтянами и палестинцами, и все были против этого в соцсетях. But the Palestinians' livelihood was in danger, their reputations, especially the artist in Gaza who's under Hamas,
and he has family, and we didn't want to put him in danger. И опять-таки жизнь вот этих палестинских художников, которые были в проекте, она в результате была уже даже под угрозой. So there is this phrase in the U.S. in English that if a tree falls in the woods and there's nobody there to hear it, does it make a sound? Есть такое выражение в английском языке, что если дерево упадет в лесу, то там не будет никого, кто услышит этот звук, что дерево упало, никто не узнает об этом, что где-то в лесу упало дерево. And of course it makes a sound, and it falls, and it rots, and it becomes a new ecology, and new things grow from it. Да, и несмотря на то, что действительно, когда дерево падает, все-таки оно производит некий эффект, то есть происходит некая новая жизнь, дерево упало, и дальше продолжается жизнь на этом дереве, происходят все равно какие-то изменения в этом лесу. So even though the show didn't open, all of these artists had this experience together and will continue to make art with this new experience. Да, и несмотря на то, что эта финальная выставка не состоялась, финальная выставка палестинцев и израильцев, она не состоялась, но все-таки дерево упало, и что-то изменилось в их отношении к вопросу. And the artist in Gaza brought his whole family over, had a show at the museum, and now is in Canada with his family. Да, и в результате художник из Газы, который как раз-таки был под угрозой, он перевез всю семью в США, и выставка там состоялась. И сейчас он в Канаде живет. So now we're in the middle of an exchange between South Africa and the US. And it's called Civil Rights and Civil Wrongs. И сейчас у нас идет проект обменный как раз-таки с Южной Африкой и США, который называется «Гражданская правда» и «Гражданские ошибки». This is a very famous Norman Rockwell American picture. Of course, it's not a black boy with his hands up. My husband is a cartoonist, and he turned it into a black boy with his hands up. Да, это известная картина Норма Хакса, на которой нарисован вот этот афроамериканец, мальчик. И, естественно, на самой картине, на оригинале, мальчик не поднимает руки. Это просто супруг Тавии нарисовал так, что он поднимает руки перед полицейским. So, as the U.S. has just passed 50 years of the civil rights movement, in tandem, South Africa passed 20 years of post-apartheid. И как раз-таки недавно состоялась 50-летняя годовщина вот этих эпохальных событий, связанных с изменением гражданских свобод и отношением к афроамериканцам в США. So we exchange with artists about what are we doing wrong, what are we doing right. И мы после вот этих 50 лет мы обмениваемся с художниками и размышляем о том, что мы делаем сейчас правильно, а что мы делаем неправильно. And it's also a play on words, like your civil rights are your freedom to live. Yeah. И это тоже игра слов, потому что civil rights по-английски буквально переводится как гражданские права, но right еще и означает правда. Как бы поэтому это и гражданские права, обсуждение гражданской правды и гражданских прав, вот они играют тоже на этих смыслах. So we've been taking artists there and exploring culture. И мы привезли наших художников в Африку и исследовали их культуру. Arts as social practice. Представляли искусство как некая социальная практика. We worked with the kids in a township. Мы работали с детьми в их городах. And then, of course, the history of South Africa. И, конечно, изучали историю Южной Африки. So this is the video. Do you think we should play it or no? Because it's too much talking? Or there's images? Yeah, too? but there are images. Okay. So. Would you like to show it? Yeah. We can tell during the video. You say the spirit is crying. Yeah. That is why things are happening. That spirit is crying. It needs that. We need to bring back the African prophets. Those who were kicked out, those
we need to go away there with them. We need to talk to them. Как раз африканский художник рассказывает о том, что, по его мнению, мы должны идти к корням, возвращаться и снова переосмысливать, что мы за культура. And it's sometimes touchy, but it needs to be done for another 20 years go by, and we go through the same cycle again. This project that we're working on, civil rights and civil wrongs. И снова африканский художник рассказывает о том, что мы проходим через новый цикл примерно каждые 20 и 50 лет. И это хорошо, что мы после этой годовщины мы снова возвращаемся к этому вопросу и осмысливаем, что изменилось, что так, а что не так. И это иногда может быть даже слишком трогательно для меня, как представителя этой нации. And taking a lot of stuff that I learned down there and bring it back here to educate people. I'll tell you what, it's been 20 years since apartheid ended, and I feel like they surpassed us, way past us, in regards to education, enlightening people, and just really dig into the conversation and about healing. So they're more open to talking. The South Africans are far better at talking about. Yeah. I just don't know, shall I translate it or not? I am a sound recordist, a sound artist. Это аудио-художник, который записывает звуки. Он тоже участвовал в проекте. И я видела это видео, он просто рассказывает о том, что он поехал из США в Южную Африку и записывал очень разные звуки. И в деревне где-то, и в домах, и спускался даже в алмазные шахты. Просто записывать звук того, что там происходит. Это его творение, вот такой он художник, он записывает звуки. So he's interested in the sound of value. Yeah, I just told about that because I remember this video very well. And When it involves the about the mining. Yeah, the mining, because all the gold and the diamonds in the U.S., that's what the African Americans wear. И вот он рассказывает, что как раз-таки золотые шахты, да, где происходит добыча золота, и алмазные шахты, он был там, он спускал все свое оборудование туда вниз, чтобы послушать, что там происходит. Потому что все то золото, не все, конечно, но очень много золота и алмазов, которые сейчас в США, они все приходят из Африки. И если я не мог быть внутри шахты, я спускал свое оборудование, он говорит об этом. and record the sounds of production, the extraction of these resources that go through this refinement that eventually becomes this product that in my country we desire. But the sound installation that I will construct over at the mattress factory in 2018 for this particular project would be related to the sound of value. И получается, его финальная инсталляция проекта, она будет посвящена звукам, и люди смогут в 2018 году слушать, приходить и слушать эти звуки Африки. I want to just talk a little bit about going to South Africa. One, a lot of my work has to do with the diaspora as a starting point being the Middle Passage. I really believe that the social context within the United States with Western civilization is kind of the opposite of how Africans existed. Это вот очень интересный проект тоже. Она междисциплинарный художник, и она изучала западную культуру и насколько она разная с африканской культурой. И вот, например, у нее был сейчас видеоклип в работе, видео, где она записывала жесты именно африканских женщин. Это была ее метафора прав женщин афроамериканских, которые живут в США. Slave ship. What happened before the ships brought them to the U.S. I see.
kind of all collapse upon each other. There is this power that women hold that is... Да, она рассказывает, что она изучала, что произошло до вот этих революционных событий, как себя вели женщины в Африке, и какие традиции сохранились, и что происходит сейчас, как они меняются. И, как я понимаю из этого видео, что это через жесты тоже как-то она отражает. Really adore this video with the gestures. Yeah. I've noticed that hip-hop is very popular here. It is. А Тавия спрашивает, я заметила, что, кажется, хип-хоп очень популярен здесь, в России. Это правда? И вот о чем из День? So, Russia next. Россия maybe? следующая, может быть, для такого обменного проекта. I've been very lucky to travel around the world, and I'm interested in this idea of pop art and propaganda. So, pop-aganda. So, like when you go to Russia, you get Lenin stuff, Mark, all of this stuff. When the Che Guevara T-shirts. When you go to South Africa, China, the Mao T-shirts. Just this idea of Pop-art and propaganda. Yeah. Я вообще очень удачлива и очень счастлива, что у меня есть возможность много путешествовать, и меня очень интересует культура поп-арта, вот этого популярного искусства и пропаганды при этом. И когда ты приезжаешь в Россию, я там приезжала, я видела вот эти шапки-ушанки, деревянные там матрешки Ленина и так далее, и у меня родилась идея соединения поп-арта и пропаганды как поп-аганда, пропаганда. So my hope, this is where we've been thus far, and my hope is to put more stars on the map. И вот эти звезды — это те страны и те места, которые участвовали в этом проекте Sites of Passage, в межкультурном обмене, и я надеюсь, что мы будем еще больше звезд ставить на этой карте. And once a channel of communication has happened between one artist and the next, it doesn't close, it opens up so that all of these artists can communicate with one another. И как только вот этот канал коммуникации между артистами открывается во время проекта, мы все знаем, как театральные люди, что он в результате проекта, в конце проекта, он не закрывается, он не останавливается, они продолжают взаимодействовать. So it becomes a network of artists. И получается такая сеть художников, сеть творцов. Потому что в английском языке artist, художник, это означает как творец в целом. Вот. So I leave you with the question, can art deconstruct the borders between us? И я оставляю вас с вопросом, может ли искусство изменять границы и менять структуру границ? Вот такой вопрос у меня возникает. And these are just my boys running around in the woods. И это просто мои близнецы, которые бегают по лесу, которые иллюстрируют этот вопрос. Это риторический вопрос. It's a rhetorical question, Yes. actually. But you believe that they can do that, I do, deconstruct. Это риторический вопрос, но, естественно, этот проект, он верит, что искусство может реконструировать границы. Thank you. Thank Do you you, have any Dana. questions? So, если у вас есть какие-то вопросы. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Скажите, а кто финансирует ваши исследования, все ваши проекты? This is Ayşe Kadira, is a very famous cultural journalist. It's Evening Kazan newspaper. So she's asking, could you please tell us more about your financial support? How do you get your financial support from which organizations? Sure. We're a non-profit organization, which means we can seek out private funds as well as government funds. So besides doing this, I'm also a mother and a college professor. So I really... One good thing is that I don't run a space all the time. I work from project to project, and that's how I fund it, from project to project. То есть это не коммерческая организация, и поэтому у них есть возможность получать как некие коммерческие спонсорские средства, они находят спонсоров, и заявляются на некие государственные гранты в том числе.
Но помимо этого Тавия, она еще и мать двоих детей, и при этом она профессор в колледже, как вы можете в описании к этой лекции увидеть. И самый важный момент, что у них нет определенной площадки, и поэтому им легче. Они живут от проекта к проекту, поэтому они собирают деньги на вот определенный проект. I also have a very good relationship with the museum, so I pretty much sponsor, raise funds for all the travel, and once the artists get to the States, they install and fund all of the exhibition itself. What is the museum again? The Mattress Factory Museum. I see. И есть еще музей, который поддерживает этот проект. Она, вот что-то я в очень хороших отношениях с этим музеем. Mattress Factory Museum, американский, in Pittsburgh. Yeah, it's in Pittsburgh. Very В Питтсбурге очень известный музей. И поэтому, когда артисты, собственно, в США, то музей поддерживает очень именно там. В Питтсбурге, да. So it's like the center of your research, this museum. Yeah, they host the Да. То есть они являются такими хозяевами этого проекта в США. А как люди узнают о каких-то последующих проектах? How do actually people get to know about this project? Like how can they participate and how can they find information about it? Well, there's a website, which I could actually take you to if you want. Вообще, как я тоже изначально сказала, это же сайт, он так и называется Sites of Passage, и она сейчас покажет, если Wi-Fi сработает, она покажет этот сайт. You can open it. И, собственно, на этом сайте... I don't know. Oh, yeah, of course. Of Passage. Passage.com? .org. А вот этот как раз музей mattressfactory.org. Неужели художники из Палестины знают об этом проекте? What's your name? Как вас зовут? Olga. Olga is asking that, so how do actually Palestinian artists know about this project? How did they find out about it? Well, so it takes about 3 years for me to go and investigate each country. One of the reasons why I'm here now is to meet artists and I curate in the artists. So sometimes people contact me, sometimes I contact them. То есть понятно, что не только через веб-сайт, да, но Тавиана сама еще примерно 3 года перед проектом исследует ту страну, с которой она собирается работать, и она как раз-таки курирует направление художников, то есть творцов, и приезжает в эту страну и исследует, и ищет тех самых художников, которые могут участвовать. А как она попала тогда в Татарстан? Ну, в смысле, как она выбрала Казань? Какие-то наводки или... And how did you get to Kazan, really? How did I get to Kazan? Why Kazan now? Well, first of all, when I heard about the Tatar, I was very intrigued because I didn't really know much about that in the States. I don't know, maybe I'm naive. That could be me being naive. But I was very interested in the culture because much like people think the US, they think cowboys and hats. But same with Russia, they think Moscow and St. Petersburg. So on these projects, it's very important that I break down those prejudgments. Вообще, в первую очередь, меня заинтересовала именно татарская культура, потому что одна из целей нашего проекта – это ломать вот эти стереотипы, потому что, когда ты думаешь, вы, наверное, кто-то думает о США, то сразу представляются ковбои, да, вот эти шляпы и другие ассоциации, вот эти стереотипы. Точно так же с Россией. Если Россия, то Москва или Санкт-Петербург. И обязательно, так далее, водка and all these stereotypes. And pink hats, розовые ушанки. И одна из моих целей – это ломать эти стереотипы, и поэтому так возникла Казань. So the idea is to educate the artists, but then they create work to then bring in audience members who also get educated. И идея этого проекта в том, чтобы
освещать и образовывать людей о том, что эти страны — это не только вот эти стереотипы, что я уж от себя добавлю, что Россия — это не только Москва, Санкт-Петербург, а вот и другие национальности, другие города. Да, в таком случае вопрос просто, вот, я просто внимательно смотрел, я сам занимаюсь иллюстрацией фотографической, правда, да? Там есть профессиональные фотографии, которые я уже видел в интернете, они как бы известны. И есть любительские. Привлекают ли они как-то профессионалов для своих инсталляций, отдел для фотографирования, популяризации этих снимков? Вы имеете в виду фотографов как участников привлекают ли? Известных фотографов привлекают ли для оформления своих инсталляций, для фотографирования своих проектов? Ага. So I hope I got the question. The question is about photographers because как вас зовут? Yeah, Ramil is a photographer, a professional photographer. So he was very attentive, and he looked through all the presentation, and he saw that you have professional photos there as well. So do you work with professional photographers? Do they participate as well? Yeah, I mean, a photographer is an artist, so yes, artists participate. I document, all the artists are always documenting. We have photographers who are in the shows as well. Фотограф — это тоже творец, то есть тоже художник, поэтому фотографы тоже у нас участвуют, плюс я сама документирую. Вот то, что вы видели, любительские фотографии, это Тавия тоже фотографировала. Поэтому у нас и художники, и фотографы тоже участвуют. Вот если я ответила на ваш вопрос, Рами. Да, но у нас просто как бы уровень немножко разный, фотографический, да? Иллюстрации нужно уметь прочитать. Вот с веревкой есть иллюстрация, белевая веревка. Я как фотограф, я сразу вижу. А многим людям нужно очень долго объяснять, почему эта веревка существует там в этой деревне. So Ramil is talking about this installation of the clothing. So he's saying that it's very important to make like proper and correct illustrations and take pictures that would explain the idea of these installations. So he seems that it's important to have professional illustrations of the installations as well. So they will tell more about these exhibitions, installations, etc. Yeah. I mean, the artists oversee their work being installed, so they are the ones. But yes, he should give me his card. Да, она согласна с вами, и художники, они сами, когда работают, они тоже видят, как это может быть представлено, и, конечно, вы можете дать свою визитную карточку тоже, визитку. Just to answer the other question. So сейчас она хочет просто ответить на предыдущий вопрос по поводу сайта. There's archives that go back to 2010. И на сайте вы можете найти архивы проектов, которые вообще с 2010 года. I don't know what I did. Sorry, Mac. That's all right. Просто Тавия работает на Маке, и ей сложно с Windows. И вот на этом сайте, если вы посмотрите, там архивы всех проектов. But you can see the artists, the past projects. Да, вы можете увидеть художников, предыдущие проекты. Yeah. И как раз-таки вот музей. So this is the museum. Yeah. Mattress Factory Museum. You can click on it. Кликни. Это уже сайт самого музея. Shall we go? Спасибо огромное за выступление, интереснейшее. Роза Левкатна Султановна из Израиля. Вы вовремя появились у нас на земле Татарстана. Мы недавно отметили 10 лет, как у нас работает проект «Кочующие свитки» «Хабар», новости. У нас художник Альфия Ясова, член Союза художников России, Татарстане и якутская художница Раиса Хану, мне напомню, Наталья, я фамилию забыла. Вот они 10 лет назад, после того, как распался Советский Союз, образовался такой вакуум, вы знаете, да, у нас раньше художники общались на разных творческих дачах, творческие лаборатории, у нас назывались они дачи. И вот этот вакуум восполнили наши художники из регионов, вот из Якутии, из Дальней Якутии, из Татарстана, две женщины вышли с таким ключом, чтобы художники собрались и выступили именно в Доме национальности в Москве своим проектом «Хабар». То есть, что хочет сказать сегодня художник миру?
Ага, это сейчас будет проект, да, вот этот хабар? 10 лет этому проекту. Хорошо. Кочующие свитки. 10 лет назад тут Форма был. свитков, то есть удобно. Это не в виде рамы, не в виде картины и не на стекле, а именно на холсте, который в рулоне, как наши татарские ярлыки, раньше древние вот эту форму придумали. И вот эти свитки сейчас у нас кочуют по разным странам. Сейчас кочуют, да, они в течение 10 лет уже? Сейчас уже участвовало в итоге 14 стран. Проявляет, значит, вот эта группа, костяк, который образовался 10 лет назад, сейчас обрастает творчеством других художников из других стран. В итоге 14 стран из Центральной Азии, из наших специалистов. Да, я переведу, да. И пока еще нет других континентов, хотя зарубежных стран. То есть пока только Евразия, да? Да. Ага. Мы хотим как раз выйти на континент. Ага. Хорошо, я расскажу. Ага. Yeah, so this is was a long question. So this is Rosa. She's an artist, a designer, also an arts critic. Yeah, and she's saying that you are just in time here in Kazan. Yeah, because there is the 10th anniversary of her project, which is an artistic project as well. It's a collaboration among artists from the whole continent. Oh, wow. Like from Eurasia. That's correct. Yeah, and so this is art projects, and they bring their drawings and artistic things to different countries, but only on this continent. And you're just in time because they were going to connect to your continent, to the USA. So we should talk. You should give me her да, мы должны с вами поговорить тогда. Вы должны дать визитку. Уже 4 есть каталога, итоги вот этих выставок. Я так поняла, у вас тоже архив ведется, но я так поняла, он может виртуально только знакомиться на сайте, да? А так вот как бумажном носителе, вот как наши каталоги имеются? Yeah, I saw that you have your archives on the website, but do you have like books or No, a booklets? catalog. No. Нет, пока Not with сейчас me. нет, только на сайте. Что разговариваем с Лекцией, куратором этого проекта, она вас ждет, если будет у вас возможность сейчас в Казани встретиться, мы можем посетить ее мастерскую и посмотреть эти работы. И пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить за выступление и подарить. Здесь у нас есть наша проекта. Rosa, she wants to thank you for the public talk, and she's giving the catalog of her project. If she gives me her card, I can email the newsletters that have the archive. Может быть, вы дадите свой email тогда ей потом, и она будет вам новостное письмо. Спасибо. Спасибо. That's correct. And yeah, she also said that it's the 10th anniversary, and they have now 14 countries on the project. So it's quite similar. Поздравляю с 10-летней годовщиной тоже проекта, она говорит. Да, Раиса Гарифовна. Вопрос, может быть, я опоздала, есть, с какого дня и на сколько дней госпожа Фаллет здесь, в Казани, и у нее какие-то планы конкретные есть? So Raisa is asking how long are you going to be here, and what are your plans for these days? Well, I'm here for just a couple of days, and then off to Estonia with Mart. Yeah, we're flying. And then to Istanbul for a day, and then back to the US. Да, я на самом деле только на пару дней, она говорит, и она посмотрит несколько спектаклей, получается, завтра еще эстонский спектакль закрывает, она его посмотрит и в субботу уже улетает в Таллин. But we hope to come back to next year, a year from now. Сейчас я переведу то, что она сказала. И она говорит, что надеется вернуться на следующий год, как раз-таки через год, на уже форум НАУРУЗ. Yeah, and Rosa is asking maybe you have time to meet with the curator of her project here in Kazan. Yeah, I would love to. Да, она говорит, я бы рада, да, если это, да. Можно дополнить, что к этому проекту уже подключены европейские художники. Вот к этому проекту. So
So Raisa and Rosa, they're saying that they have European artists as well on this project. It's beautiful. Откуда вы сказали? Из Болгарии? From Hungary, Bulgaria. So. Fabulous. Thank you. Отлично, очень интересно. Пожалуйста. So, do we understand correctly that your that you're visiting Kazan? Then it means that you're going to communicate and start your research of the Tatarstan and Russian artists. And shall we actually Yes. email you and Yes. contact? That's why I'm here. Да, я поэтому здесь и probably through your email on your website. Yeah, and I have cards I can give people. И через email на сайте, и у нее есть визитки, пожалуйста, связывайтесь, присылайте свои работы. It takes a couple of years just to learn, you know. И вообще это занимает несколько лет для того, чтобы узнать страну и узнать художников, поэтому это займет долгий срок. So last March I was in Moscow and St. Petersburg and the Golden Mask Festival. Are you Yeah, familiar? of course. Yeah. И в прошлом году, в марте, last March, like last year, Yeah. я была в Москве на Золотой маске. То есть так я начала свои исследования. So yes, please help me. Так что, пожалуйста, помогите мне найти этих художников, связаться с ними. У нас ежегодно мы приезжаем на экспедиции в разные районы, где компактно проживают татары. Если у нее будет возможность, может присоединиться к экспедиции Академии наук Татарстана и So every year we held like tours, researching tours into really far regions of Tatarstan, where all these Tatar villages, etc., like a research tour. So if you have a possibility, you can join us one day. Yeah. Да, конечно, с удовольствием. Главное вот связаться и да. Thank you. Спасибо. Пожалуйста. В Казани есть сообщество, которое называется графом, да? То есть несколько художников-графиков, которые занимаются печатной графикой и другими видами живописи, графики тоже. Они, собственно, это одно из самых известных сообществ в Казани, и они делают очень интересные выставки. Пожалуй, возможно, на них стоит обратить внимание, тем более, что они много работают с рубежом тоже. Сейчас они собираются, не только So we also have a community of graphic designers here in Kazan. Great. They also travel a lot, and they've just came back from an exhibition in Europe. So Great. Yes, I would love to meet and connect. it's very the art language is also very contemporary and very interesting. Great. И Тавия говорит, что да, ей будет интересно связаться, конечно, поэтому связывайтесь. Да, конечно, вы просто ее имейл возьмите и все. Еще вопросы? Raisa is saying that we have here in Kazan a genius artist. His name is Irik Musin. So he's probably suggesting you to have a look at his paintings as well on the internet. Yeah. Да, я обязательно тоже выясню. They will email you and tell about Irik. Thank you. Конечно. Вообще, культура России настолько многопластовая, настолько неисчерпаемая, что зачастую те, которые с ней соприкасаются и мало ее знают, в основном они по верхам ее смотрят. И вот, к сожалению, зачастую знакомство с Россией ограничивается уровнем латышки. Вот, я бы очень хотела, чтобы проект «Господин Фаллет» ушел вглубь, то есть за пределы Кича. Она об этом и говорила. Я надеюсь, что я смогла вам передать этот перевод, потому что она 3 года изучает каждую страну, вы представляете, и она хочет разрушать эти стереотипы. So Anna is saying that, so she's hoping that it would be great if your collaboration with Russia
would be beyond these stereotypes about Matryoshka, Lenin. And all, Exactly. yeah. Exactly. Именно этого и добивается, собственно. That's Илья. the whole point of Это, the это, project. собственно, главная цель, чтобы через эти... She's really happy about that you're going to... Especially now. Тем более сейчас, в этот период. Thank you for, You're welcome, for doing Тавия. this. Еще вопросы? Спасибо. Thank you very much, Спасибо. Тавия, Спасибо. from Thank everyone. you.